Всем привет! Итак, как обычно, сначала финальный результат, что будет, что получится в итоге. Particle System. Создаем систему, идем в наши блэкбоксы и Discoball. Создаем helper. Привычными движениями выключаем ненавистные опции и смотрим. Но вот такой Discoball. Соответственно, можно менять scale. И мы видим, что у него некоторые контролсы. Здесь size, ну size понятно. Соответственно, rings shift. Все кольца, они сейчас сдвинуты друг относительно друга, потому что по умолчанию сначала у меня получилось вот так. И здесь был симметричный шов, не очень красивый. И я решил добавить такой параметр, как сдвиг. То есть, ну, соответственно, random shift это какой-то рандомный сдвиг. Что здесь еще? Ну и, собственно, вращение всевозможные для этих элементов, для зеркал. Соответственно, можно получать какие-то странные штуки. Ну, понятно, я думаю. Тут больше особо ничего не придумать. Ну и мы видим, что есть некая вариация по углу. То есть мы видим, что сейчас они немножечко варьируются. Ну там можно сделать его более неопрятным. На самом деле, когда мне тут на днях срочно понадобился дискобол, я залез в интернет и сразу же нашел достаточно неплохой скрипт, которым я и сделал дискобол. Но мне стало интересно, насколько быстро это. Он хороший, но не очень быстрый, ну как и любой MaxScript. Вот если делать очень маленькие элементы, он такой задумчивый. Вот, и я решил сделать ну, на TP, посмотреть, насколько это быстро, удобно. Там очень быстро сделал этот ассет. И мне показалось, что из этого может выйти неплохой туториал. Вот, собственно, такая история. Итак, давайте поговорим об алгоритме, как мы все это будем делать. У нас есть некий origin. Это я хочу, чтобы у меня все было относительно этой точки. Ну, в данном случае это dummy. Некие центры круговых массивов, центры вот этих колец из зеркал. И, собственно, сами зеркала mirrors. Ну, соответственно, группы партиклов я буду называть аналогично, поэтому, думаю, все будет понятно. То есть, первое, создаем центры. Сначала создаем центры относительно вот этого оригина. Потом создаем вокруг каждого центра некий круговой массив этих зеркал. Вот, то есть создаем массив зеркал относительно центров. И последним действием мы это все дело выравниваем. Ну, я имею в виду alignment этих частиц. Давайте вспомним, не знаю, в каком классе это проходит, но основы тригонометрических функций, что нам понадобится. Ну, во-первых, количество этих центров, сколько их. То есть мы имеем одно зеркало, которое квадратное и имеет сторону шириной некое d, там distance. Соответственно, мы, чтобы узнать количество этих центров, нужно длину полуокружности вот этой поделить на этот d и прибавить единицу. Собственно, вот я здесь написал, что PR это, если 2PR это длина окружности, то PR длина полукруга.
И, соответственно, PR на D это число сегментов, но так как нам нужны концы сегмента, то это +1. Но это на самом деле не принципиально, можно этой единицей пренебречь. И количество зеркал в одном этом массиве, соответственно, это длина окружности, ну, уже R маленькая, то есть вот здесь, что большой R я обозначил некий глобальный радиус всего этого шара, а маленькая R это, собственно, вот здесь я подписал, R it это радиус данного конкретного кольца. И что мы с этого будем иметь? То есть мы видим позиция центра, она определяется вот этим расстоянием. Соответственно, если нарисовать некие оси, ну, кажется странным, что ось X смотрит наверх, там Y влево, но на самом деле тут понятно, что все это относительно. Вот, то есть можно сделать вот так вот, но нам нужно знать расстояние от центра до вот этого X и T. Соответственно, это расстояние, то есть мы вспоминаем тригонометрию, вспоминаем, что если двигать точку по окружности, то x координата точки описывается косинусом, а y координата описывается синусом. То есть вот синус и, соответственно, косинус. И, ну, это в случае, если радиус окружности равен единице. Вот здесь написано единица, но в нашем случае у нас это радиус, поэтому все это еще умножается на r. И, соответственно, мы имеем, ну, как бы x ита это r на косинус вот этого угла, а радиус этой окружности это, соответственно, ну, если это y, то это синус. То есть это синус угла альфа умножить на r. Ну, собственно, это вся нехитрая математика, которая нам понадобится. Вот, соответственно, все остальное это дело конкретной реализации внутри ATP. То есть видно, что все это очень просто. Но на самом деле здесь, если уж совсем придираться, позиция это вектор, а это, ну, некая скалярная величина, да. То есть здесь на самом деле нужно еще умножить на вектор, на единичный вектор, направленный вот туда, на единичный вектор x. Вот. То есть нам как бы нужно, чтобы узнать координату этого центра, нам нужно по вот этому вектору сдвинуть точку, но на расстояние x и t. Соответственно, нам нужно получить вектор. Здесь вот еще единичный вектор должен участвовать, чтобы это выражение имело смысл. Но это как бы само собой разумеется, поэтому я не стал тут рисовать какие-то единичные вектора. Ну, собственно, все. Единственное, что мы начнем сразу со второй сначала части. То есть мы сначала научимся делать круговые массивы вокруг некой позиции. Вот, а потом мы будем... То есть, ну, так мне удобнее объяснять. То есть давайте подумаем, как создать массив партиклов вокруг некой позиции. Итак, ну вот я создал уже девственную систему чистую, чтобы не утомлять вас созерцанием, как я набираю буквы. Создал группы, там даже назначил какие-то цвета, как на моей пояснялке. И давайте так, сейчас как-нибудь организую пространство. Создаем главный сет дискобол, и внутри которого, ну, давайте, как я говорил, я хочу сначала показать, как создавать круговой массив частиц вокруг некой позиции. Ну, чтобы задать позицию, давайте, ну, для начала, ну, ладно,
пусть они в центре координат создаются. То есть, соответственно, нам нужно итератор. Итератор generator position born. Ну, пусть будет там, не знаю, 100 итераций. Создавать группу mirrors. Но вызов. Lifespan зададим большую. Speed 0. Так. Нам нужно определить позицию. Давайте запишем expression. Expression следующего вида. Во-первых, в квадратных скобках можно задавать вектор. Соответственно, ну, через запятую. Мы помним, что окружность, x координата окружности, точки на окружности, это косинус, y это синус, ну а z там 0. Да, пишем некий там косинус, запятая, синус и 0, да. Создаем некий скаляр, называем его а выход у нас, соответственно, будет вектор. Но это будет наш position. Соответственно, на нам нужно подать некий угол от 0 до 360. То есть у нас отсюда выходит нормализованное число от 0 до единицы. Соответственно, мы его просто умножим на 360. Тригонометрические функции в экспрессионах, они в градусах принимают значение, не в радианах, соответственно, а должно быть здесь там, ну, задано в градусах. Соответственно, умножаем, ну, на вход number normalize подаем, умножаем на 360, допустим, и смотрим, что получилось. Но мы видим, что уже что-то народилось. Вот наша окружность. Соответственно, мне нужно... Она сейчас единичного радиуса, я даже не буду мерить, чтобы это показать. А вот нам нужно в это уравнение внести еще некий радиус. Давайте пусть будет r умножить на этот вектор. Соответственно, добавляем скаляр r и, ну, для начала просто подадим какой-нибудь float туда. 10, да? Так, где? Вот она стала. Надо выключить эти on the fly. Ненавижу это. Давайте. Да, ну вот радиус. Теперь я хочу, ну, сейчас у нас все относительно нуля координат, я хочу задать некий origin. Ну, давайте для начала зададим его каким-нибудь даме. То есть я хочу, чтобы у меня эта окружность создавалась вокруг этого даме. Ну, соответственно, нам нужно сюда затянуть, так, стандарт ноде, пикаем даме. И понятно, что нам нужно к этому вектору прибавить позицию этой ноды. Давайте просто, ну, давайте будем пользоваться нодой mass для удобства. И хотя на самом деле мне гораздо удобнее все было бы писать внутри этого expression. Давайте, ну, неважно, в каком порядке там что складывать. Прибавим и посмотрим. Да, вот, не знаю, видно ли хорошо эти центры.
как-нибудь. Да, мне кажется, вот так лучше видно. Все замечательно, но сейчас alignment этой ноды никак, то есть это, в общем, чтобы наш этот круг наследовал rotation нашего дами, нам нужно вот этот вектор трансформировать согласно вот этому alignment. Как это сделать? Давайте воспользуемся новыми возможностями TP5, которых не было в TP4. Нам, во-первых, потребуется матрица и, соответственно, нода масс. Чтобы, ну, то есть можно, как бы, alignment это три вектора ортогональных. Вот, соответственно, ну, я не буду здесь как бы сейчас объяснять про матрицы трансформации. Можно почитать про это в интернете. И книжки я рекомендовал. Вот, давайте. То есть наш alignment это фактически матрица трансформации, через которую нам, ну, на которую нам нужно умножить наш вектор. И, соответственно, он будет повернут согласно вот этому alignment. Поэтому здесь у нас будет вектор, здесь у нас будет матрица, вектор трансформ. Соответственно, мы сюда подаем наш вектор, сюда подаем матрицу. Что нам сюда подать? Нам нужно подать оси вот этого alignment. Соответственно, стандарт get direction. Сюда подаем alignment. Соответственно, соединяем. То есть мы получили нашу матрицу трансформации. В данном случае это, ну, не, как бы rotation матрица. Вот, потому что translate мы сделаем руками. Translate именно, я имею в виду, перемещение. Ну, давайте попробуем взлететь со всем этим добром. Ну, собственно, вот. Что и требовалось доказать. Я решил все-таки объяснить, что мы сейчас только что сделали. Имеем некий базис IJK и вектор, который, ну, соответственно, вот он наш базис, и единичные вектора этого базиса, они совпадают с осями x, y, z. И, соответственно, имеем вектор, ну, с координатами vx, vy, vz. И потом мы весь этот базис повернем на какой-то там угол. Вот. Ну, у меня уже есть здесь повернутый вектор. Вот мы его повернули. Мы получили, соответственно, новый базис I', J', K' и новый вектор V'. Вот, ну, то есть, понятно, да? То есть, это каким-то образом все дело повернулось. Ну и, соответственно, координаты единичных векторов повернутого базиса, это, ну, здесь я записал. Мы имеем, собственно, мы имеем эти координаты, мы имеем наш новый alignment, вот он. И нам нужно понять, чему равен новый вектор v', имея вот это. И v' равен вот этому. То есть нам нужно старый вектор умножить на так называемую rotation matrix. То есть везде, во всех объяснениях тут всякие страшные синусы, косинусы, и за этим ускользает физический смысл вот этой rotation матрицы, что вот эти строки этой rotation матрицы это, собственно, наш новый координаты осей нового базиса. Вот. Поэтому, как бы, собственно, мы это и сделали. Мы
перемножили наш вектор на alignment. Мы его трансформировали, ну в данном случае просто повернули, без транслейта. Я уже рекомендовал книжку, еще порекомендую. Это лучшее объяснение матриц, которое я видел. Книжка называется вот таким образом. Очень рекомендую. Ну, собственно, все, надеюсь, я прояснил. Ну, собственно, вторую часть нашего алгоритма мы сделали. То есть вот это мы фактически реализовали. Давайте тогда начнем сначала. Создадим центры относительно нашего оригина. Давайте, ну, понятно, что так как здесь мы создавали эти частицы, это уже наши зеркала. Будущее, давайте начнем называть все это Mirrors Born. Centers Born. И такой небольшой нюанс. Я хочу, чтобы у меня вот этот origin был представлен не dummy, а чтобы он был представлен партиклом. Мне удобно работать партиклом. Ну, грубо говоря, мне нужно просто создать партикл в точке, в position, ну, в позиции dummy и там сделать ему наследование алаймента и всего прочего. Поэтому давайте сделаем еще origin born. И, соответственно, сначала мы создадим наш origin. Давайте возьмем, собственно, наш dummy. Потом мы этот dummy заменим на на helper типичный. Но для начала будем использовать эту ноду. Generator, position born. Мы делаем наш origin. Pistol shot 1. То есть в позиции, соответственно, ну, вон он создался. Или не создался? Да, создался. Ну, у него скорость какая-то, поэтому он не в центре. Давайте ему lifespan зададим большой, берем скорость. Вот. Вот он наш origin. Я хочу, чтобы он еще был ну, давайте я какой-нибудь стандартный шейп ему назначу, чтобы его было видно. Стандарт шейп. Пусть будет box. Cube. Сгорим show mesh. Я хочу, чтобы, ну, допустим, если я dummy этот анимировал, да, ну, если это дискобол, он должен вращаться. Давайте его там завращаем. Давайте пока наши эти миросы выключим. Они к тому же создаются в каждом кадре. Я хочу, чтобы он наследовал вращение. Здесь есть всевозможные ноды Motion Inheritance, но я ими не люблю пользоваться. Поэтому, ну, давайте, во-первых, зададим alignment, ну, потому что сейчас мы видим, что alignment никак не наследуется. Operators, set alignment, particle, alignment. Вот. Да. Но, как я говорил, сейчас он создается в начале, но дальше никак не отслеживает положение этого dummy. Давайте создадим еще один ассет. Origin motion. Движение нашего. И здесь все очень просто. Берем origin. Ну,
Давайте скопируем сюда. Хотя на самом деле надо уже это все дело приводить в кассету. И просто оператором particle data, position, alignment зададим согласно даме. То есть этот ассет исполняется каждый степ, и соответственно то есть если позиция и alignment этого нашего даме меняется, то это все сообщается нашему партиклу. То есть можно посмотреть. Я предпочитаю такой способ, я не люблю motion inheritance, не спрашивайте меня почему, просто не люблю, есть на это причины. Ну, с Origin разобрались, он создается, наследуется, все здорово. Давайте следующее, приступим к созданию центров. Так как центры создаются относительно нашего origin уже партикла, то мы, во-первых, затянем сюда origin particle и, очевидно, нам снова понадобится итератор. И давайте создадим параметр наш, собственно, главный радиус нашего шара. Так, float. Ну, давайте я его переименую в R. Господи. Радиус. Как я и говорил, количество этих, очевидно, количество итераций у итератора должно, ну, то есть сколько этих центров, такое число нам нужно в итераторе указать, столько партиклов создавать. Как мы помним, это описывается вот этой формулой. Π умножить на R, делить на D и плюс 1. Ну, единица это, ну, как бы для красоты написал, как бы можно и пренебречь. Давайте создадим еще size, ну, size это, собственно, D. Это вот это D. Как бы size понятнее читается. И, соответственно, создаем expression. Expression, соответственно, можно писать прям P, умножить на R и делить на D и плюс 1. Ну, соответственно, создаем скалярный радиус. Господи, отвяжись. Создаем D, это наш size. И output скаляр. Соответственно, мы... Ну, пусть радиус у нас будет, там, не знаю, 10, а size плюс будет, ну, пока там 0,1, да. Вот. И, соответственно, отсюда на самом деле выходит флотное число. Ну, то есть мы понимаем, что, ну, нам нужен интеджер, целочисленное число. То есть нам нужно там, не знаю, 20 центров, или 21, или 22. А на самом деле оттуда выходит число какое-нибудь там 22,1. Но на самом деле, то есть вот сюда он пишет, что он ожидает интеджер, а отсюда выходит скаляр. Но как бы TP сам понимает, что ему нужно просто округлить. Я даже не знаю, честно говоря, округляет он в ближайшую сторону или всегда там в меньшую или в большую, но не важно. То есть, вот это работает. Соответственно, я хочу эти создавать центры не всегда, не каждый степ симуляции, а только когда, допустим, родился наш origin. Соответственно, condition, particle age. Вот. Теперь отсюда как бы здесь давайте создавать
Так, generator, я иногда подвисаю, уже поздно. Так, position born. Будем создавать центры. Pistol shot per call. Живут долго. Скорость 0. Окей. Соответственно, это сюда. Теперь определимся с нашим position. Как я и писал в объяснялке, position это, то есть вот этот position, x it, это, соответственно, косинус угла, умноженное на радиус. Соответственно, можно, кстати, нет, не буду ничего воровать из того ассета. Создам заново expression. Пусть будет r умножить косинус а. Вот прямо так. Скаляр r, скаляр а. Все, успокойся. Так, почему-то он Enter я не нажал. Тап он не понимает. И output у нас скаляр. Это отсюда у нас x it вылезет. То есть вот это число. Соответственно, радиус сюда. Как мы помним, сюда нужно подать угол. Но в данном случае нам нужно угол. Угол должен меняться вот этот от 0 до 180. Соответственно, мы вот этот наш номер normalize умножим на 180. Multiply 180. Вот. Ну, допустим, давайте просто подадим это на position и посмотрим, что будет. Ага, это скалярная величина, соответственно, не так-то все просто. У меня есть... ладно, создам заново еще один expression. Mass expression. Так неудобно не сделали. Мы сейчас вот в этот expression мы вот это вот запишем. То есть нам нужно к одному вектору прибавить, ну как я говорил, что здесь должен быть вектор direction оси x и умножить на скаляр. То есть два вектора и скаляр. Соответственно, добавляем один вектор, position, добавляем второй вектор, пусть будет это вектор, не знаю, n, и скаляр s, и пишем p плюс s умножить на n, и это у нас вектор. Ну, собственно, вот, то есть s это у нас наш скаляр, который получился. Position, нам нужно взять position dummy, давайте возьмем dummy. Position. И что же нам подать сюда? Нам нужно подать одно направление одной из трех осей. Ну, в данном случае, скорее всего, z. То есть нам нужно из этого аламента извлечь ось z. Это будет единичный вектор, который направлен по оси z этого dummy, и сюда его подать. Давайте извлечем get direction. Так, где стандарт? Alignment и вот так вот. И теперь это попробуем подать на position. Но
чудо произошло. Единственное, что мы видим, что size какой-то там микроскопический задал. Ну, собственно, вот. Причем, как я и говорил, все это относительно, то есть вот она, ось Z, то есть вот мы ее здесь извлекли, и по ней сдвинули на косинус угла. Вот, то есть все, мы наши центры определили. Давайте я немножечко сделаю их более желтыми, чтобы было лучше видно. Вот. Ну, давайте немножечко упорядочим. Очевидно, что ну там вот эти параметры нам нужно вынести потом в наш blackbox. Давайте их сделаем cut. Радиус. А это пусть будет size. Давайте как-нибудь тут. Ну, давайте для начала пока сюда их вынесем. Радиус. Ну, просто эти параметры нам понадобятся и в других сетах, чтобы там по 100 раз не заводить. Давайте это тоже вынесем. Копии. Соответственно, Origin Born тоже. Ну, как-то так. То есть, можно покрутить, убедиться, что все работает. То есть, так, это мы изменяли радиус, соответственно, size. Давайте теперь относительно, то есть использовать наши эти центры как центры, относительно которых создавать наши эти круги. Соответственно, очень просто. Во-первых, как я и говорил, давайте сюда затянем центры. И, соответственно, нам нужен count, нам нужен включатель. Рождать мы эти будем, когда центры рождаются, только один раз. То есть нам не нужно это каждый степ. Мы помним, что сюда count это, ну, так, это количество зеркал, это 2πr. R маленькая, то есть это вот это R поделить на наш size D. А R у нас, соответственно, равняется глобальному этому нашему радиусу умножить на синус угла. Поэтому очевидно, что нам понадобится еще и угол. Давайте этот угол писать. В смысле писать в память. Где мы создаем. Давайте заведем оператор memory. Давайте назовем это Англия 1, например. И мы помним, что Англия 1 у нас выходит вот отсюда, где мы number normalized, который от 0 до единицы итератор выдает, умножаем на максимальный угол 180. То есть отсюда наш угол выходит. То есть вот этот вот этот угол. Поэтому давайте его писать.
Окей. Теперь так, где наши зеркала? Теперь нам нужно здесь извлечь этот угол. Оператор стандарт memory. Извлекаем наш угол из памяти. И пишем expression. Или давайте expression скопируем вот отсюда. Так, centered board. Давайте вот этот expression. Copy. Paste. Очевидно, нам понадобится еще угол. Здесь у нас должна быть вот такая R. Это мы удаляем. Но, соответственно, вместо R мы пишем, собственно, вот это. R на синус альфа. R умножить и, соответственно, соединяем. Нам нужен радиус. Это радиус. D это у нас size. Это, соответственно, наш угол. И мы это подаем на count. Давайте соединим. Радиус на радиус. Size на size. Что нам еще нужно? Нам не нужно сейчас этот, как бы у нас, мы создавали раньше вокруг нода, но сейчас нам нужно создать вокруг этих партиклов. Соответственно, нам нужно взять alignment партиклов и, соответственно, position партиклов. Здесь мы прибавляли к позиции dummy. Теперь нам нужно прибавить это. Ну, для ясности можно сразу партикл подать, но для ясности я выведу position. Ну, давайте попробуем взлететь со всем этим делом. Ну, очевидно, что-то здесь не то. Ну, первое, что не то, как минимум, нам нужно на R подать вот это вот. Соответственно, давайте скопируем этот expression. Что нам нужно? Нам нужен радиус. Нам нужен угол. Remove input, где remove. D нам не нужно в этом экспрессионе. Ну, во-первых, я заметил ошибку, что мы используем PR, а не 2PR. Давайте исправим. 2. Ну, потому что мы здесь используем полная окружность. То есть, если здесь у нас была половина, то есть тут я вот 2PR на D. Соответственно, 2PR. Да. Как-то так. Это сюда. Это нам не нужно. Здесь тоже 2. Вот. Смотрим. Соответственно, я опять ошибся. Но мы видим, что уже что-то шарообразное, такое приплюснуто родилось. Здесь не нужен, естественно, 2PR. Сюда мы подаем просто R. Просто R это вот он, R на синус альфа. Соответственно, здесь вот это вот все 2π здесь не надо. Вот. Ну вот, мы видим, что что-то круглое народилось.
Соответственно, если мы меняем size, ну, то есть мы, и соответственно это в идеале должно еще, ага, в идеале должно, но в реальности очень смешно, это какое-то яйцо сплющивается. Ладно, сейчас я разберусь. Я, кажется, знаю. Мы используем alignment нашего центр партикла, но мы его не наследуем. То есть, если, грубо говоря, если этим центр партиклам задать тоже shape, copy, center born, давайте зададим центром shape, и здесь им скажем show mesh, соответственно, то есть мы видим, что они, alignment им не задается, они, ну, соответственно, просто нужно скопировать alignment origin нашего origin particle. То есть, ну, вот этого центрального. И здесь set alignment particle. Как-то так. Ну, давайте попробуем. Да, все работает. Ну, да. Будем считать, что первые два пункта мы сделали. Соответственно, нам нужно сейчас озаботиться шейпом и алайментом этого шейпа. Ну, то есть алайментом партикла. Ну, давайте зададим нашим зеркалам shape и займемся алайментом. Ну, у меня уже, по-моему, был в памяти. Так, пасти. Да, пасти. Shape. Ну, пусть будет кубе. Скажем, show mesh. Давайте, пусть они будут дотсами. Ну, соответственно, нам нужен size. Давайте size скопируем. Вот. Ну, вот они, наши партиклы, зеркала. Давайте их сплющим по одной оси. Это оператор scale. Так, ну, не помню. Давайте по Z. Вот. Ну, давайте для этих элементов для начала унаследуем alignment наших центров. То есть, потому что если сейчас вращать, то мы видим, что они остаются, ну, не знаю, насколько это заметно. Давайте уменьшим количество. Точнее, ну, да, размер их уменьшим. Size 5. Вот. То есть мы видим, что они остаются, не выравниваются. Поэтому mirrors, так, alignment, writer, стандарт, set alignment. Particle, alignment. Вот. Вроде бы ничего не поменялось, но теперь мы видим, что, по крайней мере, не проворачиваются. Мы помним, что отсюда у нас выходит угол.
То есть если смотреть сверху, это угол до каждого партикла относительно там какого-то начала. Давайте попробуем этот угол. Давайте сначала посмотрим. Да, вот. То есть мы этот угол подадим на Z-rotation. Z-rotation, и мы подадим наш угол сюда. Так. Ну, чудо. Они выровнялись. Соответственно, нам нужно еще раз их провернуть на угол уже, то есть вот на этот угол. Ну, соответственно, понятно, что если ну, как бы каждый ряд повернуть, соответственно, вот на этот угол, они все приобретут, они все выровняются вот таким образом. Давайте это зададим. Это зададим отдельным сетом. То есть здесь мы этого не сможем сделать. Поэтому давайте создадим новый сет. Mirrors Align. Берем наши зеркала. Очевидно, нам понадобится Set Alignment. Так, нет, не ты. Стандарт Set Alignment. Соответственно, нам нужно уже текущий alignment. И этот alignment провернуть на некий угол. Да, то есть вот нам нужно, соответственно, каждый ряд этих партиклов провернуть на угол, который соответствует этому ряду. Поэтому давайте этот угол мы будем писать им в память. То есть мы помним, что этот угол вот он, что это наш angle 1. Давайте здесь тоже создадим, просто передадим эту переменную в памяти. Memory. Создавать нам уже не нужно. Нам нужно, то есть мы помним, что мы можем одно и то же имя переменной использовать для разных групп. Соответственно, мы эту переменную, этот angle мы передадим. И, соответственно, здесь мы просто достанем этот angle. Так, operators, memory. Angle. И что там было? Y-rotation. Y-rotation. Ну, собственно, вот и все. Давайте попробуем повращать. Все наследуется. Ага. Мы видим, что при вращении нашего дами все это дело пляшет. Ну, во-первых, очевидно, что нам этот alignment нужно задавать один раз при рождении. Соответственно, давайте condition, стандарт, particle age. Да, теперь ничего не ездит, но и не вращается. То есть, хотя мы видим, что наш этот центральный партикл там как-то вращается. Соответственно, умом мы понимаем, что нам нужен здесь p-attach. Нужно зеркала приоттачить к этому центральному партиклу. Поэтому давайте наш origin заведем тоже в память как родителя для всего этого, для всех этих частиц. Давайте создадим
origin, input и запишем его в память. Здесь мы в Mirrors мы точно так же его передадим. То есть центры помнят, кто у них родитель. Mirrors не помнят. Давайте это исправим. Точно так же вводим origin. Все, теперь это частицы Mirrors, они помнят, что, ну, то есть у них в памяти записан этот центральный партикл, к которому они, по идее, должны быть приатачены. Давайте зададим, собственно, Mirrors P Touch. Собственно, берем наши зеркала, извлекаем из памяти у них родителя и одно нам нужно приатачить другому. Dynamic, attach, particle from, particle to. Ну, как-то так. Ну, мы видим, то есть я путаюсь в этих, если у вас не работает, попробуйте поменять. То есть логика такая туманная, что от чего. Ну вот теперь точно все. Теперь остались какие-то такие уже дела, все это дело причесать, вывести, как бы, но это уже дело техники. То есть это, соответственно, можно вот это все можно вынести. Так, онлайн давайте упорядочим. Вынести это наверх. Ну, давайте сделаю быстро. Давайте ноду сюда. Радиус сюда. Соответственно, радиус. Это у нас size. Здесь тогда мы сделаем 0. 0, ну, потому что стоит added. То есть, ну, давайте вообще удалим их, чтобы они не смущали. Радиус на радиус. Size, соответственно, на size. Тут тоже можно удалить. Но и, соответственно, в дискоболе создаем какой-нибудь rollout. Все эти параметры туда закидываем. Помним о таком максимальном значении, ну, о диапазоне значений допустимом. Ну, собственно, все. То есть теперь, господи, да, выделяем нашу TP. Ну, задаем какие-нибудь дефолтные значения, типа там 100, здесь там 5. Пикаем нашу ноду. Вот. Ну, как-то слишком их много. Ну, давайте еще, то есть введем, там у меня были какие-то сдвиги и алайменты дополнительные. То есть давайте создадим еще один какой-нибудь ассет. Назовем это align 2. Скопируем вот это все. Align 2. Соответственно,
Ну, то есть понятно, это, то есть мы берем тот alignment, который у них уже есть, и мы можем относительно него все это дело вращать. То есть и, соответственно, вариэйшены тоже все работают. Ну, то есть это все тоже надо по-хорошему вынести. Так, все, пора спать. А, Не знаю, как эту процедуру ускорить, придется вам потерпеть. Ну и, соответственно, здесь создадим какой-нибудь rollout, называемый alignment, и туда это все запихаем. Ну, соответственно, понятно, что мы можем использовать любой кастомный shape. То есть мы использовали стандартный shape для наших этих mirrorsов. Где они? Да, mirrors board. То есть, но можно использовать там, не знаю, ну, то есть понятно, что сюда можно стандарт, так, shape, geoinstance, вот, можно пикнуть любой shape и, соответственно, там, ну, тот же самый там бокс, но уже, допустим, какой-нибудь, ну, то есть, понятно, там фаски всякие, почему он такой маленькое, ну, понятно, что это тут надо, по-моему, да, так вот, box normalize, size этот, соответственно, ну, то есть понятная идея, что тут как бы есть некий потенциал, может быть какие-то вещи не обязательно дискоболы, а что-то еще. Ну, собственно, на этом все. Надеюсь, кому-то это было полезным, кто-то вспомнил, для чего нужны вообще синусы, косинусы. Ну, конечно, не только для этого, но это такой, можно сказать, канонический случай движения точки по окружности, синус, косинус, все родное, back to school и все такое. В общем, вот все.